Привет, я Даша, и это мой книжный канал. Я помню время, когда я только решила начать читать после травмирующих уроков литературы в школе и не знала, с чего начать. А сейчас я снимаю это видео для вас, тех, кто только решил открыть для себя такое хобби, как чтение. Когда я впервые прочитала первую книгу, она затянула меня с первых секунд и оставила очень сильные эмоции. А если вы еще любите сериал «Секс в большом городе» и вот этот вот вайб встреч в кофейне с подружками, обсуждение всего на свете, то эта книга вам точно подойдет. Это книга «Беда Ники Мэй». Красочная, интересная история, которая затягивает, и вы параллельно еще и узнаете всякие тайны подружек и проведете небольшое расследование. Следующая книга — это бессмертная английская классика, и я уверена, что она вас тоже увлечет. Это «Смерть на Ниле» Агаты Кристи. Подойдет, наверное, даже любая книга Агаты Кристи, но это у меня в топе. И я, когда ее читала, я будто сама путешествовала по Египту на роскошном пароходе по Нилу и наблюдала за интересным расследованием молодой, богатой дамы, у которой было множество секретов и недоброжелателей. Меня книга очень затянула, я буквально не могла от нее оторваться. Следующая книга, по моему мнению, самая красивая в моей библиотеке. И это далеко не единственное ее достоинство, потому что это «Отель Манифик» Эмили Тейлор. Ну, посмотрите на нее, ну просто шикарно. Я не фанатка фэнтези, но вот эта книга мне очень понравилась и запомнилась. Это легкое фэнтези, оно очень яркое, красочное. Если бы эту книгу экранизировали, то это был бы просто сок, я думаю. Вы отправитесь в путешествие по всему миру в необычном отеле, в котором каких только комнат нет. Буквально стоит представить что угодно, и это наверняка найдется за какой-то дверью. Следующая книга тоже классика, но совсем не популярная. Это «Под маской» или «Сила женщины» Луизы Мэй Олкотт. Возможно, вы слышали про этого автора. Она написала о маленьких женщин, и это ее первая книга. Она расскажет вам о жизни одной девушки, которая приехала работать гувернанткой в семью, покорила всех жителей, но у которой, как оказалось, была какая-то цель. И вы поймете, что скрывается под маской обаятельной гувернантки и какая на самом деле у женщины есть сила. Последняя книга подборки будет держать вас в напряжении от первой до последней страницы. Так было у меня, и эту книгу я читала только когда было светло и когда я была не одна. Это психотерапевт Бернадетт Н. Перрис. Тут даже сложно просто что-то сказать, потому что это психологический триллер. Он читается просто на одном дыхании, и вы захотите прочитать его за день, потому что растягивать на подольше будет просто страшно. Возможно, вы немного сойдете с ума от паранойи, у меня именно так и было, но после нее я прочитала все книги автора, и это восторг. Каждая из этих книг читается очень легко, не будет никакого тяжелого слога, растянутого сюжета. Вы прочитаете их на одном дыхании, а разность тем и жанров поможет понять вам, какая литература вам сейчас ближе и в каком направлении вообще двигаться дальше. В комментариях делитесь, какая из книг, или может быть все или несколько, вас заинтересовали, с какой бы вы начали свой читательский путь, и вдруг вы уже какие-то из этих книг читали, тоже обязательно рассказывайте, мне будет интересно с вами обсудить. А еще подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я делюсь различными подборками книг, рецензиями, и вы точно всегда будете знать, что же почитать следующим. Спасибо вам большое за просмотр, увидимся в следующем видео.